Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим вкусно, быстро, красиво, а самое главное полезно. Дорогие мои друзья, сегодня мы с вами вместе приготовим очень и очень вкусный слоеный французский пирог, который называется кляфути. Красиво звучит, правда? Друзья, не переживайте. Название красивое, но пирог будет очень и очень быстрым, и самое главное, дешевым и полезным. И для этого пирога слоеного нам с вами понадобятся совершенно элементарные продукты, которые, я уверена, у вас имеются в холодильнике. Сейчас сезон кабачков, они очень дешевые. Я думаю, тунец консервированный тоже в каждом доме найдется, или можно его купить, во всяком случае, по доступной какой-то цене. Но пирог будет вкусным, сытным, полезным, и это и будет нашим сегодняшним ужином. Ну что, мои хорошие, идемте готовить. Для приготовления нашего блюда нам с вами сегодня понадобится глубокая чаша, где мы будем с вами взбивать наш соус, миксер, соответственно, которым мы будем взбивать все, огнеупорная форма. У меня сегодня тефалевая, поэтому я ее застелила пергаментом. Одна силиконовая лопатка, столовая ложка, маленькое полотенце. Ну и из продуктов 3 средних кабачка, которые, видите, я порезала слайсами, то есть пластиночками такими вдоль. 4 баночки тунца в собственном соку, 3 яйца, 4 ложки столовые рисовой муки цельнозерновой. Также у нас пойдет 150 грамм тертого сыра, 2 столовые ложки крахмала, 200 миллилитров сливок, они у меня не жирные, можно взять и пожирнее, если вы любите, чайную ложку любых специй, которые вы любите, и, конечно же, соль по вкусу. У меня тоже соль с добавлением каких-то специй, ну и немножечко растительного масла, которым мы с вами взбрызнем нашу форму. Вот такой у нас сегодня с вами набор. Ну что, приступаем готовить. Процесс приготовления мы давайте с вами начнем с соуса. Для этого нам нужно просто-напросто смешать все ингредиенты. Я беру сливки. К сливкам добавляю цельнозерновую рисовую муку, тертый сыр, крахмал, яйца и специи, соль и пряные травки. Теперь всю эту прелесть мы должны с вами взбить миксером. Берем миксер и немножечко пошумим. Вот такой соус у нас с вами получился. Он относительно жидкий, но он таким должен быть. Обязательно попробуйте на вкус. Может быть, нужно вам будет добавить немножечко больше соли. Все по вашему усмотрению. Ну, теперь мы приступаем к самому интересному. Будем собирать наше блюдо. Для этого нам нужно будет взять нашу огнеупорную форму, сбрызнуть ее растительным маслом и слоями будем выкладывать наш пирог. Чудесная такая хорошая эта штучка, мне она очень и очень нравится. Так, сбрызнули форму. Теперь берем кабачок и аккуратненько выкладываем его на дно нашей формы. Так. Вот смотрите, что у нас с вами получается. Остатки откладываем сюда. Теперь немножечко поливаем соусом наши кабачки. Затем мы берем тунец и ложечкой выкладываем первый слой поверх кабачков.
Отставляем. Выкладываем второй слой кабачков. Уже мы этот раз он сам выпрыгнул. Мы его тоже сюда положим. И опять поливаем все это соусом. То же самое мы с вами проделываем и со всеми остальными слоями. Ну вот у нас остается последний с вами слой тунца и кабачков. Остатки тунца с удовольствием съест наш кот Саймон. Ну и Феликс ему тоже поможет. Смотрите, третий слой у нас получился. Какой он высокий и красивый. Так. Теперь мы наливаем еще чуть-чуть соусом, который так придаст вкус нашему чудесному тунцу. И еще один слой кабачков. Вы знаете, у меня ушло только 2,5, получается, кабачка на этот пирожок. Так, еще возьму. Все зависит от размера, конечно же. Если бы он у вас был большой, то, может быть, и одного бы вам кабачка хватило. Но так как у меня они были такие относительно маленькие, я взяла на всякий случай 4 штучки. Вот так вот. И заключительным поливаем нашим соусом. Прям выливаем весь его. Пусть все это пропитается. Будет очень даже вкусно. Смотрите, какая прелесть у нас с вами получилась. И теперь мы должны отправить наш пирог в разогретую духовку, которую мы должны разогреть до 180 градусов. И выпекать этот пирог мы будем минут 35-40. Все зависит от вашей духовки. Дорогие мои, смотрите, что у нас с вами получилось. Я обязательно сделаю фотографию в разрезе этого супер пирога слоеного, и вы обязательно увидите, как он выглядит. И, конечно же, сделаю фотографию. Он уже немножечко остыл, и поэтому я его могу вот так вот руками просто взять. Посмотрите, как все красиво, как все быстро у нас с вами получилось. И самое главное, это очень и очень вкусно, сытно, потому как мы имеем здесь и рыбку, тунец в собственном соку, да, и кабачки, которых у нас сейчас предостаточно во всех регионах, и также вкусный, полезный соус. То есть сытно, вкусно, красиво, полезно. Что еще мы можем желать? Чего еще мы можем желать, да? Так что, мои дорогие друзья, спасибо, что и сегодня были у меня в гостях. И спасибо за то, что вы готовите по моим рецептам. За ваши комментарии большое спасибо. И, конечно же, за то, что вас у меня становится все больше и больше. Я вас всех очень-очень люблю и ценю каждый ваш комментарий. Даже плохой какой-то комментарий, я все равно за него очень благодарна. Спасибо, мои дорогие, что вы у меня все есть. И до новых встреч, до новых рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Пока!